Заказываю утром такси и смотрю, цена какая-то подозрительно маленькая. В Яндексе есть кнопка Мини-революция тоже на рынке. «Поднять стоимость». Цены пипец! Невероятно дорогое. Нет, я лучше на метро поеду. Мы не можем сделать тариф нулевым. Скидки для пассажиров берутся из моего кармана. Экономика, она безжалостная. 100 ты грязными получишь. Доходы различаются драматически. Эту боль водителя я тоже понимаю. Будут вынуждены искать себе другую работу. Пользователей много, водителей мало. Надо как-то балансировать. Это «Антология технологий. Яндекс.Такси». Сериал о людях и технологиях, которые сделали такси таким, каким мы знаем его сегодня. А голос за кадром — это я, Ира Горбачева. Почему я? Ну, я была голосом навигатора, а еще я играла таксиста с усами. Не спрашивайте. А вообще, мне самой интересно, почему цена такая? Цена, которую пользователи видят перед поездкой, складывается из огромного количества факторов. Их можно представить в виде формулы. Вот есть какой-то базовый тариф, 5 рублей стоит минута, 7 рублей стоит километр. Есть минималка, например, 100 рублей, и в нее включено 2 километра в пути и 6 минут в пути. Есть фактор платной подачи, есть она или нет. Если машина находится очень далеко от вас, то за это придется доплатить. Есть ожидания, которые происходят на месте подачи и которые, возможно, происходят в поездке, если попросили подождать. Есть дополнительные опции. Детское кресло, перевозка животного. Естественно, при этом есть повышающий коэффициент. Вот это вот самая молния, которая у многих рябит в глазах. Цена складывается, правда, из этого, но дальше нам надо соптимизировать водительское время. Так, а давайте помедленнее. Вот так выглядит общая формула. Разберем каждый ее элемент подробнее. Первая часть — это тарифы. Будь то эконом, комфорт или бизнес, в любом тарифе пассажир платит за минуты и километры в пути. Что они значат и как их считают. Мы стараемся сделать так, чтобы стоимость километра максимально правильно отражала минимальные расходы на содержание автомобиля. Когда клиент садится в машину, платит за то, что водитель эту машину купил, занимается обслуживанием этого автомобиля в автосервисе, он должен обладать страховкой, он должен менять резину, мыть машину, чтобы нам всем было приятно. Машины стоят безумных денег. Каждый километр буквально стоит, в зависимости от машины, 5, 6, 12 и 20 рублей. А почему километр в пути, например, в тарифе бизнес в Краснодаре стоит 20 рублей, а не 13 или 10? Да потому что экономика. И все можно подсчитать. Вот на что уходят деньги за каждый километр. Примерно 6 рублей бензин, еще 6 амортизация, 4 на страховку, рубль на налоги и пол-рубля на мойку, ну и другие расходы. Если все сложить, получается как раз 20 рублей. Точно зная, что и сколько стоит, алгоритмы Яндекса считают цену за километр для каждого автомобиля в каждом тарифе. Эта сумма покрывает расходы на обслуживание машины, поэтому с подорожанием расходников, моек и топлива растет и цена. Если расходы на автомобиль покрывает цена за километр, то доход водителя формируется из минут в пути. Мне кажется, то, что агрегаторы, и мы в том числе, стали грамотно прайсить стоимость минуты, это такая мини-революция тоже на рынке. Потому что происходило раньше, когда у нас были таксометры, и даже у нас, когда у нас просто были тарифы в километрах. У нас наступала, например, зима, скорость на дорогах падала на 20-30, когда-то 50%. Водители начинали приезжать значительно меньше километров, да? Но своих временных ресурсов тратили столько же. При этом зарабатывать начинали на десятки процентов меньше, что супер несправедливо. Вот этот прайсинг минут, он что сделал? Он сделал просто доход водителя в разы более стабильным. Самый большой доход водителя эконома даже не в Москве, а в Норильске. Почти 900 рублей в час. Но удивляться тут нечему, ведь цены на такси — это отражение экономики. И больше всего заработки там, где больше расходы. Труд оплачивается в рамках рынка очень по-разному. Минута в Москве стоит в разы больше, чем минута в тарифе в Пятигорске. Просто потому что если минута в тарифе в Москве будет стоить столько же, как в Пятигорске, нас не выйдут на линию водителя. Это потому что в Москве стоимость жизни, в разы больше. Кроме минут и километров пути, в тарифе есть минимальная стоимость. Это расходы водителя на подачу машины. В цену также входят платная подача – это оплата за заказ, когда водитель долго едет за пассажиром. Например, куда-то в пригород.
Ожидание. Бесплатно от 2 до 5 минут, а потом оно становится платным, чтобы компенсировать водителю простой. А еще дополнительные опции. Например, кресло в тарифе детский. Он дороже, потому что не все готовы возить детей. Расходы на машины с креслом больше, и таких водителей нужно обучать. Похожая ситуация с перевозкой животных или лыж. И если пассажирам кажется, что цены на поездки и так завышены, то водители мечтают о том, чтобы тарифы повышались. У меня большая просьба к Яндексу поднять стоимость на комфорт плюс. Но минимальный заказ 150 рублей, мне кажется, это маловато. Метро стоит 50 рублей. Такси все дешевеет и дешевеет. Казалось бы, надо поднять цены, потому что если поднять цены, то все сразу станет хорошо. Вспоминаем концепцию эластичности. В экономике эластичностью спроса называют реакцию потребителя на изменение цены. Добавим ее в формулу. Ведь именно эластичность позволяет понять, будут ли пассажиры при той или иной цене вообще ездить на такси. Она же демонстрирует, что произойдет, если взять и резко поднять тарифы. Раза так в 2. Или больше. Люди перестанут ездить. То есть они в моменте откажутся от поездки, а потом еще пересядут на альтернативный вид транспорта, и еще меньше будет поездок. И поэтому рынок просто схлопнется. Плотность упадет, время подачи вырастет, холостые пробеги вырастут. При этом половина тех людей, которые сегодня имеют возможность этот заработок зарабатывать, будут вынуждены искать себе другую работу. Всегда хочется по множеству причин, чтобы водитель зарабатывал как можно больше, потому что наш основной доход – это как бы комиссия сервиса. Поэтому тут формула очень простая. Чем больше зарабатывает водитель, тем больше зарабатываем мы. Но в то же самое время мы понимаем, что добиться этого простыми, дорогими ценами для клиентов невозможно. Поэтому у нас всегда в рамках этой истории, как у канатоходца, на одной стороне клиенты, для которых мы всегда хотим сделать максимально доступно, максимально демократичные цены, но при этом ни в коем случае не обидеть водителя, и чтобы водитель получал справедливый для рынка доход. С тарифами разобрались. Следующая часть формулы – повышенный спрос. Он срабатывает не всегда и не везде, а лишь в моменты, когда пассажиров, желающих уехать, больше, чем количество свободных машин в районе. Мне кажется, ходят слухи, что в Яндексе есть кнопка, как в мемасах про Агутина, которая там, поднять стоимость. И такой, первая капля дождя, кто-то нажимает на эту кнопку, и стоимость взлетает в небеса. Но это не так. Что происходит? Каждый человек, утром проснувшись, смотрит на улицу, видит то, что происходит, и принимает какое-то для себя решение. Например, сегодня поеду на такси. Мы применяем динамическое ценообразование для 2 вещей. Первое, чтобы привлечь водителей. Водители, понимая, что в этот момент заработки увеличены, выходят на линию, и это их привлекает. Второе, динамическое ценообразование и поднятие цены позволяет нам отрезать часть спроса, чтобы гарантировать тебе, что в заданное время, которое ты увидел на пене, те самые 5 минут, 7 минут, приехала машина. Водители быстро узнают про повышенный спрос, потому что в их приложении есть карта с фиолетовыми зонами. Чем она насыщеннее, тем больше спрос. И дороже поездки. В то же время у пассажиров есть индекс спроса. Вот этот значок с рублем и молнией разных цветов. И, как назло, молния в приложении появляется, когда такси больше всего нужно. Доехать до работы в ливень или снегопад, не опоздать на поезд, уехать домой после концерта. И таких ситуаций множество. Некоторые из них происходят внезапно, а некоторые повторяются изо дня в день. Например, часы пик. Как только оказался в команде такси, я почти в каждой поездке разговаривал с водителем. У тебя так или иначе заходит разговор про его режим работы вообще. Как он работает. Любой водитель внутри системы знает, что нужно выйти в 6 часов 30 минут утра, потому что с 7 часов утра мамы, папы, дяди, тети повезут своих детей в садике. Какая-то часть пользователей поедет к 8 часам утра на работу. Дальше система нормализуется, и стоимость на самом деле снижается. Часиков примерно до 4. В 4 часа начинается вечерний час пик, когда все происходит, движение всех обратно. Дальше происходит интересная вещь. Водители точно такие же люди, как все мы, и они тоже хотят отдыхать. А кто-то из наших знакомых вечером где-то тусит. И случается такой околоночной час пик. Сам по себе день супер неравномерный. Когда у тебя есть сурж, ты можешь дать человеку, который очень хочет уехать, возможность уехать.
Я езжу домой в Зеленоград каждую неделю. Ну, то есть я в основном езжу на машине, но по пятницам, естественно, еду на такси. Вот я один раз уехал за 3000 рублей. И это было поздно ночью, и я бы не мог уехать никак иначе. И я злился. Ты, правда, должен сейчас заплатить гораздо больше, чем ты привык платить. Но при этом я понимаю, что зато я уеду. Вот так выглядят пятничные поездки Димы на такси из Москвы в Зеленоград. На графике видно, что летом цена дешевле, а зимой дороже. Так случается из-за сезонности, которая тоже влияет на стоимость. Когда наступает декабрь, на улице идет снег, елочки, все едут в магазины за подарками, отправляют друг другу доставки. Безусловно, случается повышенный спрос, и начинает не хватать водителей. В этот момент повышается цена. Мне кажется, из моих друзей мне только ленивый не напишет, не пришлет скриншот, что, ты знаешь, я вот это расстояние, не знаю, до работы, которое я там ездил каждый день, до этого ездил за 500 рублей, а теперь езжу за 500, по-разному, там, за 550, за 600 рублей. Вот летом мне никто не кидает картиночек. Блин, клево, так дешево стало. Вот теперь прям дешево. Это такой эффект того, что все запоминают высокую стоимость и не запоминают низкую стоимость. Но при этом, правда, когда система приходит в баланс, стоимость выравнивается. За повышенным спросом стоит число, определенный коэффициент, на который умножается рассчитанная по тарифу цена. А как вычислить правильный коэффициент, при котором будут довольны водители и пользователи? Его же не с потолка берут? Или все-таки... В этом системе помогает все та же экономика. Вы не можете увести всех. Все понимают, чем больше цена, тем меньше конверсия. Вот. И если вы видите, что у вас машин свободных мало, то можно поднять цену на немножко, добавить к ней 10%. Видите, что все еще машин мало, добавим к ней еще 10%. И так можно делать, пока у вас количество свободных машин не станет таким, которое вы хотите, чтобы подача была 5 минут. Вот такое простое описание на самом деле приводит нас к алгоритму, который мы называем PID-регулятором. PID-регулятор придумали не в такси. Это общепринятый научный термин. Технология поддерживает заданные параметры в нужном диапазоне, например, чтобы сохранить температуру кипятка в термопоте или следить за скоростью в круиз-контроле. А вот как это работает в такси. Возьмем график свободных машин в районе метро проспекта Большевиков в Петербурге. В 8 часов на графике штиль. Но в половине 10-го что-то происходит. И свободных машин в районе становится очень мало. А вот и ответ. Закончился концерт известного рэпера в Ледовом дворце. И всем понадобилось такси. В этот момент включается PID-регулятор и дает сигнал повысить цены, чтобы привлечь к Ледовому больше машин. И оп, получилось. Количество автомобилей в районе растет, а спрос перераспределяется. Пассажиры выбирают другой вид транспорта или ждут понижения цены. Система приходит в норму, и все разъезжаются по домам. Никакой магии. Просто закон больших чисел. Чем дороже, тем меньше людей поедут. Чем дешевле, тем больше людей поедут. Это фундаментальный экономический закон. И кажется, что если поднять цену на 1%, то ничего не произойдет. Как бы на уровне конкретного индивида непонятно, как это может работать. Так вот, откроешь, там 388, ты такой, блин, если бы было написано 392, наверное, я бы уехал с вероятностью на 1% меньше. Это звучит как абсурд абсолютный. Но экономика, она безжалостная. В законе больших чисел и на больших системах это работает. Вернемся к формуле. Не все в ней работает на повышение. Иногда нужно снизить цену, чтобы пассажиры охотнее соглашались на заказ, а водители не сидели без работы. Для этого в такси есть направление эффективности, которое распределяет время водителей так, чтобы у них всегда были заказы. А у пассажиров – возможность сэкономить в поездке. Ключевая идея, которая стоит за многими технологиями снижения цены для пользователя, это экономия водительского времени. Когда нам получается это время чуть-чуть сэкономить, мы за счет этого можем давать какие-то скидки пользователям. Один из проектов, который позволяет это делать, это, например, альтпины. Представим себе ситуацию, что вы ставите в приложении пин из точки А в точку Б и хотите уехать к себе домой. Ваша точка Б находится около вашего подъезда. Чтобы туда доехать, водителю, который будет вас везти, надо сделать большой разворот, найти ваш шлагбаум и еще потом доехать до подъезда. Возможно, всем было бы удобнее, если бы водитель
высадил вас чуть раньше на углу вашего двора. За счет этого мы бы сэкономили и водителю, и пользователю какое-то время. Экономия 5 минут на 20-минутной поездке дает возможность нам дать вам, как пользователю, какую-то скидку. Водитель, вместо того, чтобы проезжать развороты, шлагбаумы и искать ваш подъезд, уже поедет выполнять другой заказ. И таким образом, при прочих равных, выполнит больше заказов за то же время. Поездка будет дешевле, если немного подождать. Пользователи могли видеть такое оповещение в приложении. Это результат работы идеальных цепочек, когда для пассажира находится машина, которая уже направляется в его сторону. В таком случае хорошо и водителю, ведь он делает несколько заказов подряд, и пассажиру. За ожидание ему дается небольшая скидка, потому что из итоговой цены поездки вычитаются расходы водителя на подачу. Похожий принцип, когда время пассажира можно обменять на скидку, срабатывает в тарифе вместе. Хороший пример про экономию водительского времени – это технология карпулинга. История про то, что мы склеиваем 2 пользовательские поездки, которые происходят в одном направлении из близких точек, в одну поездку и просим водителя выполнить их одновременно. В голове водитель может сложить 2 поездки и сказать, вот у меня эта поездка была бы 200 рублей, эта поездка была бы 200 рублей, в сумме 400, я их отвез вместе за 300, я потерял деньги. Это не так. Мыслить заказами неправильно, и стоимостью заказов неправильно. Правильно мыслить стоимостью денег, которые водитель получает в час. 2 последовательные поездки займут 2х времени. Одна поездка, идеально сложенная из 2, займет x времени. У нас есть вот такая метрика. Мы говорим money per hour, мы говорим заработок в час. И это такая контролирующая нас, наша собственная метрика. Мы следим за заработком в час. Мы хотим, чтобы он не падал от тех нововведений, которые мы делаем. И в идеале рост. Добавим заработок в час в формулу, ведь именно эта метрика гарантирует водителю стабильный доход. Растить часовой заработок позволяют различные функции, направленные на то, чтобы водители проводили больше времени с пассажирами в поездке. Ведь именно в эти моменты они и зарабатывают. Если в 2017 году водитель возил пассажира меньше половины времени от смены, то к 2022 году полезное время выросло до 60%. Этому помогли различные режимы в водительском приложении. Представьте себе ситуацию, что у нас, не знаю, водитель час ждет заказ, потом полчаса едет на подачу, 5 минут выполняет заказ в соседний двор, и потом снова ждет следующий заказ. Кажется, тогда доход водителя на минуту времени на линии будет маленький. Вот именно вот эту метрику, время с пассажиром на борту от всего времени, которое водитель находится на линии, мы стараемся оптимизировать. Один из примеров оптимизации этого времени — так называемая кнопка «Домой». Водители в конце рабочего дня находятся где-то, не знаю, внутри Садового кольца, какая-то часть водителей. А при этом дом у них находится не внутри Садового кольца, а в Филях, в Люберцах. И таким образом водитель из всего времени, которое он готов быть с нами на линии, проводит на несколько часов меньше, потому что едет из дома и домой. Вообще в этот момент наверняка есть какие-то пассажиры, которые тоже находятся внутри Садового кольца и тоже хотят к себе домой в Люберцы. Было бы круто водителю в этот момент предложить именно такой заказ, чтобы он как раз не холостым проехал эти 1,5 часа, а с пассажиром в машине. Кроме кнопки «Домой», в водительском приложении есть много других полезных режимов. Мой район, где можно выбрать район, в котором ты работаешь. Мы тебя не увезем оттуда, потому что мы не будем тебе такие заказы раздавать. Ты можешь выбрать кнопочку «По делам», и в этот момент тебе в режиме «По пути» назначаются заказы. Проводник — это тоже штука, которая позволяет нам сказать водителю: дружище, вот ты сейчас здесь сейчас заказов меньше, чем нам хотелось бы. А вон там, по отношению к водителям, их больше, чем нам хотелось бы. Можешь, пожалуйста, туда ехать, мы тебе по пути, если что, тоже будем заказ подбирать, чтобы ты не в холостую ехал. Но ты нам там нужнее. Еще один способ зарабатывать больше — следить за водительскими бонусами. Это выплаты от Яндекс.Такси за выполнение различных заданий. Бонусы бывают разные. Некоторые даются за выполнение нужного количества заказов за сутки, неделю или другой период. Это цели. Некоторые компенсируют водителю невыгодные заказы. Это гарантии. А бонусы по городу мотивируют водителей поехать в зоны, где мало машин. Или лужи, как эти зоны в шутку называют водители. И правда, похоже. Мы говорим, вот здесь в 4 часа дня, например, начинается время доплат. Мы доплачиваем
нашим партнерам за то, что водитель приезжает и выполняет там заказы. На этой карте в Pro мы показываем время, когда этот бонус доступен и работает для водителей. Это приводит к тому, что, например, в Химках, где у нас очень жесткая нехватка машин, водителей, там, в 7 утра в будни, эти водители появляются в намного большем количестве, чем появлялись бы без этих бонусов. И когда все Химки просыпаются, и жителям надо просто срочно куда-то ехать, да, на работу, у нас все водители уже на линии и готовы наших любимых клиентов вести. А откуда берутся бонусы? Та комиссия, которую мы, собственно, собираем, да, за работу в нашем сервисе, большую часть этих средств мы возвращаем в рынок, в первую очередь, тем же самым исполнителям, водителям. Почему в Яндекс.Такси вообще мы занимаемся таким странным, казалось бы, занятием? Потому что это очень полезно для развития рынка, для самих водителей в первую очередь и, естественно, для клиентов. Потому что клиентам от этого кататься на такси и пользоваться этими услугами становится прям сильно дешевле. Все здоровье рынка такси, оно в том, чтобы такси пользовались много, часто и с удовольствием. А это невозможно, если такси будет супер дорогим. Бонусы – важная часть системы, ведь благодаря им водители оказываются в нужное время в нужном месте. Цены становятся доступнее, пользователи чаще заказывают, водители делают больше поездок. Сервис тоже получает больше денег. И на этом можно было бы остановиться, но сервис вкладывает прибыль в бонусы и скидки. И круговорот повторяется. Логика непростая. И наверняка не все водители ее понимают. Мы раз в какое-то время делаем встречи с водителями и рассказываем им, как будет развиваться сервис. И в рамках такой одной из встреч речь зашла про то, что не взять бы нам, не поднять цены в 2 раза. И тогда-то заживем. И было объяснение со стороны сервиса, чем дешевле стоимость, тем больше поездок, тем больше зарабатывает водитель. Ребятам, которым мы объясняли, такие, так, не понял. Чем ниже стоимость, тем больше я зарабатываю. Да? Мы такие, ну да. И это дальше попадает в вирусное видео, жестко троллили водители, потому что из этого рассказа почему-то взяли, вырезали центральную часть, которая безумно важна. Того, что у тебя в этот момент становится больше поездок, это становится выгоднее и для водителей, и для пользователей, и вообще для всей системы. Все режимы, бонусы и скидки не смогли бы работать без карт и технологий назначения. Еще одной важной части системы эффективности. Когда пользователь открывает приложение, заказывает такси, для него все происходит моментально, быстро, назначается машина, он куда-то едет, выходит и вообще забыл про этот опыт. Для него это что-то обыденное и привычное. А на самом деле под капотом космический стек технологий, которые назначают тебе машинку на заказ. Именно ту, которую эффективнее всего назначить. Дальше строят оптимальные маршруты. И все это некоторые алгоритмы эффективности. И очень круто, что нам в этом месте помогает технология графа. Назначать машины в больших городах сложно. Кажется, что до машины рукой подать, но между водителем и пассажиром может быть железная дорога, проспект или река. И тогда придется делать крюк, теряя время. Избежать таких ситуаций помогает дорожный граф. База данных с информацией о дорогах, которая знает все проблемные участки. Вот тут Киевский вокзал у нас находится. Вот тут большие башни Москва-Сити стоят. Почему граф — это прекрасно? Вот здесь живет несчастный человек, который в дографовые времена, у него был ЕТА, время прибытия машины среднее, 12 минут. Очень много машин. Много. Старый алгоритм что делает? Пошел искать ближайшие по линейному расстоянию. Нашел кого? Вот этих всех. Им ехать сколько? 12 минут. Назначается вот этот чувак. Он такой, твою же мать. И поехал. В момент, когда машинки переехали на граф, эти машины даже рассматриваться перестали, потому что они сразу по 12 минутам отсекаются, и находятся здесь машины какие-то. Здесь 5 минут, тут 3, тут 4. Диспатчится вот это, все счастливы. Казалось бы, машина для пассажира нашлась, и можно назначать. Но каждую минуту в системе происходит 1000 поездок, и нужно учитывать их все. Классическая задача о назначениях, она предполагает, что у нас есть какое-то подмножество жен будущих и подмножество мужей будущих. И нам их надо как-то поженить так, чтобы максимизировать всеобщее счастье. Максимизировать количество пар, оно в такси так не работало долгое время. В такси работал так называемый жадный алгоритм.
Использовать жадный алгоритм значит пойти по самому легкому пути. Взять и назначить машину пассажиру, даже не думая, что для кого-то другого она бы подходила больше. Поэтому в такси решили задачу иначе. Как будто бы у нас водителей много, а пассажир один. Но это неправда. У нас и водителей, и пассажиров много. Они одновременно все хотят уехать. И может так быть, что какому-то одному пассажиру можно ухудшить время подачи на минуту, а другому сэкономить 3. Тогда это, очевидно, нужно сделать. И вот из такой идеи вырос целый алгоритм, который мы называем буферным диспатчем. Идея была в следующем, что давайте вот попробуем учитывать вот этот всю ситуацию, которая в маркетплейсе происходит, сразу смотреть на нее целиком и оптимизировать, сокращать не индивидуальное время подачи моего заказа, а суммарное время подачи по всей системе, которая реализуется. Буфер – это буквально место, где все эти заказы накапливаются. Мы смотрим, какие у каждого заказа в этом буфере есть кандидаты, как они между собой пересекаются, и решаем, каким заказом уже можно назначить водителя, а какие заказы нужно отложить. Мне может не в 2 минут назначиться, а в 3, ради того, чтобы моему соседу назначилось там не в 5 минутах, а в 1. То есть мне можно индивидуально ухудшить, но за счет того, что соседу улучшится очень сильно, суммарная система улучшится очень сильно. Алгоритм видит всех водителей и пользователей в системе и подбирает подходящие пары. Звучит просто, но у этого процесса могут быть сотни вариантов развития событий. Чтобы каждый раз не рисовать человечков, кружочками будем обозначать. Здесь квадратики. Много машинок. Можно между ними коннекшн рисовать просто. Внутри каждой вот такой штучки есть время. 5 минут. 3. И дальше мы просто всевозможные варианты перебираем. У каждого подобного ребра есть вероятность реализации. То есть, грубо говоря, что вот эта подача длиной 5 минут состоится с вероятностью 70%. А вот эта поездка длиной 2 минуты состоится с вероятностью 95%. Вот эта поездка состоится с вероятностью вообще 30%, потому что, во-первых, время подачи 12 минут, и клиент какой-то странный, он отменяет 60% поездок. В каждый момент времени есть решение не назначать, а подождать. Часики вращающиеся. Но в какой-то момент уже пора назначить. Вот этого уже совсем нельзя держать, да? А вот у этого клиента детское кресло вот здесь вот еще. Все. 2/3 водителей вылетело. И вот эта вот конструкция — это очень сложный продукт. Блин, сколько всего там. Он алгоритмический, его не видно. Вот. Но, тем не менее, это супер важная история. Пользователи настолько привыкли к быстрому назначению машины, что не выдерживают и отменяют заказ в среднем спустя минуту поиска. Но затянувшийся поиск — это побочное действие технологий назначения. Алгоритм ищет лучший вариант, хоть и дольше обычного. Ты нажал «Заказать», машина приехала. Когда она нашлась, в какой момент, это не важно. Но мы так сделали продукт, что люди привыкли, что она назначается быстро. Если она вдруг ищется долго, люди недоумевают и отказываются, начинают отменять, думают, что продукт сломан и так далее. Это одна из самых больших наших вот следующих шагов, чтобы еще увеличить, это просто научить людей ждать и не отменять. И мы видим, что это работает в таком месте, как колл-центр. Потому что человек говорит, машина туда-то, говорит, да, хорошо. И потом, когда машина назначается, ему приходит смс. И из-за того, что это абсолютно другой флоу взаимодействия, человек такой не переживает. Блин, у меня 30 секунд уже смс-ка не приходит. Да что ж такое? Наверное, все сломалось. Да? У него нет этих мыслей. И поэтому у нас там меньше клиентских отмен, и у нас там сильно больше возможность долго искать машину. Если машина ищется долго, все нормально. Просто мы правда хотим, чтобы вы быстрее уехали, а не просто у нас тупит что-то. Примерно так выглядит упрощенная формула цены. Но разобраться во всем и поверить в сложные расчеты под капотом гораздо сложнее, чем просто сказать, что... Чем новее мобильник, тем будет выше цена. В интернете не первый год строят догадки, почему в такси на самом деле повышается цена. Это рубрика «Мифы». Проверим, правду ли говорят эксперты соцсетей. Миф первый. Повышенного спроса нет, а все деньги уходят в Яндекс. Люди представляют, что мы заплатили Яндексу 1000, а могли бы заплатить 300. Но и очень мало людей в этот момент задумывается о том, что водитель именно эти деньги и получает. То есть Яндекс берет одинаковую комиссию в процентах из заказа, когда у вас нет повышающих коэффициентов и когда есть. То есть, конечно, зарабатывает больше в момент высокого спроса, но и водитель также пропорционально зарабатывает больше. То есть мы тут не сливки с рынка собираем, а буквально уравновешиваем спрос с предложением. Миф второй. Приложение знает про разряженную батарейку в телефоне и специально показывает цену выше. Мы же не знаем, ты открыл приложение для того, чтобы ехать? Или для того, чтобы посмотреть? Или для того, чтобы воспользоваться маркетом? Или едой?
Мы в какой момент определили, что должны тебе большую стоимость показать? У нас есть понятный механизм повышения стоимости. Он зависит от баланса. И этот баланс никак не зависит от батарейки на твоем телефоне. Миф третий. Заказы для моделей новых телефонов гораздо дороже, чем для старых. На самом деле цены для всех одинаковые. То есть если вы в один момент смотрите один и тот же маршрут, то у всех людей цена будет одинаковая. Съемочная команда этого сериала даже провела свой эксперимент. И оказалось, что цены отличаются не по модели телефона, а по очереди заказа. У первого цена была 567 рублей, а у последнего 605. На самом деле это не совсем миф, а принцип работы алгоритма повышенного спроса. Заказывая такси даже небольшой компании, можно создать микровсплеск спроса. Но если знать, как он работает, можно неплохо сэкономить. Например, уходить с вечеринки или концерта пораньше. В целом вы можете таким образом избежать толпы, но, наверное, можете пропустить что-то самое интересное в конце матча. Помнить, что люди ездят по делам к ровным часам. Ключевое правило. Хочешь утром куда-то уехать, не надо ехать в 8:40. Вот это самое пиковое время, когда очень высокий сурж, потому что все хотят в это время, все пассажиры хотят на работу в этот момент. На самом деле похоже на общественный транспорт. В метро в 8 утра тоже совет лучше подождать, чтобы не толкаться. А еще пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. Так точно будет дешевле и, возможно, быстрее. Я, честно говоря, иногда, особенно когда это начинается зимнее, я езжу на метро просто потому, что это быстро. Метро вообще Ну и смотреть на подсказки в приложении. Иногда оно предлагает подождать машину чуть дольше, пройтись пешком до точки посадки или высадки, или выбрать тариф вместе и получить небольшую скидку. Мы сейчас активно внедряем несколько механизмов снижения стоимости, когда мы, например, тебя просим перейти дорогу и уехать с другой стороны дороги. Мы сможем не разворачивать водителя, он не будет терять времени, он не будет терять километраж, бензин и все такое. Он тебя подберет с обратной стороны дороги, мы сделаем дешевле тебе и приятнее ему. И это такой сложный процесс настройки маркетплейса, того, как подобрать так, чтобы всем было хорошо, и тебе, и водителю, и системе в целом. Конечно, усидеть в двух креслах, пассажирском и водительском, и сделать так, чтобы все были счастливы, невозможно. Всегда найдутся недовольные ценой водители и пассажиры. И довольные, кстати, тоже найдутся. Но я считаю, что это правильно, что когда высокий спрос, цена выше. Вроде бы должна стоить поездка, как минимум, как обычно, а то и выше, а она стоит ниже, и ты такой, класс. В этой серии мы постарались объяснить, что цены на такси такие не из-за того, что кто-то нажимает на кнопку. Это результат работы алгоритмов, сложных вычислений и математических расчетов. Помните об этом, когда разозлитесь из-за молнии в приложении. Это антология технологий Яндекс.Такси. До скорого!